Амальгама реальности. С помощью техники слайдов, описанной в первой книге трансерфинга, можно формировать образ, который зеркало мира воплотит в действительность. Но помимо конкретного образа, было бы весьма неплохо поддерживать в слое своего мира некоторый неизменный фон, создающий постоянную благоприятную атмосферу. Возможно, вам приходилось обращать внимание на то, что в различных зеркалах ваше отражение выглядит по-разному. Лицо вроде одно и то же, но каждое зеркало выявляет отдельные нюансы. Выделяются слабые, но вполне уловимые оттенки, эмоциональная окраска, настроение и даже психологический тип. В разных зеркалах отражение бывает добрым и злым, здоровым и болезненным, привлекательным и не очень, теплым и холодным. Казалось бы, чем может быть вызван такой разброс, ведь отражающая поверхность должна бесстрастно передавать точную копию одного и того же образа. Однако имеется ряд факторов, оказывающих ощутимое влияние на передачу изображения. Как и в фотографии, здесь многое зависит от освещения, цветового фона, а также от самого зеркала. Еще в средние века было подмечено своеобразное обаяние венецианских зеркал. Венецианское стекло славилось во всем мире своим изумительным качеством. Но вовсе не стекло наделяло зеркала тем самым особенным свойством. Люди обращали внимание, что по какой-то непонятной причине смотреться в венецианское зеркало было намного приятней, чем в обычное. Лицо в отражении приобретало заметную привлекательность. Оказывается, у мастеров из Венеции был свой особый секрет. В амальгаму состав отражающей поверхности они добавляли золото, за счет чего в спектре отражения начинали преобладать теплые оттенки. Подобным же образом можно усовершенствовать кусочек дуального зеркала специально для себя. Для того, чтобы уютно обустроить слой своего мира, необходимо сформировать свою особую амальгаму. Слой мира складывается из множества реакций отношений человека к себе самому, а также к тем или иным проявлениям окружающей действительности. Из этого спектра отношений необходимо выделить одну главную линию, определяющую преобладающий фон. В качестве доминанты можно выбрать, например, вот такую формулу: «Мой мир заботится обо мне». Человек охотно выражает свое отношение в виде недовольства, когда есть для этого повод, а все хорошее принимает чуть ли не равнодушно, как должное. Он это делает бессознательно, реагируя, подобно устрице, в силу привычки. Вот теперь поднимитесь на ступень выше устрицы, проснитесь и воспользуйтесь своим преимуществом выражать отношения осознанно. Настройте свое мироощущение целенаправленно, в соответствии с доминантой, и тогда вы увидите, как отреагирует зеркало. Это будет ваш первый шаг на пути управления реальностью. Вспомните, когда-то в детстве мир действительно заботился о вас, а вы не ценили это и принимали как должное. Взгляните в прошлое. Может, что-то подобное было у бабушки в деревне? Мысленный взор возвращается в те далекие дни, когда вы чувствовали себя комфортно и безмятежно. Фрагменты воспоминаний иногда проявляются очень ярко. Кажется, будто из кухни доносится божественный аромат, бабушка печет пирожки. А может, вы сидите на речном берегу с удочкой или катитесь с горы на санках, как это было. Вы припомнили то характерное чувство безмятежности? Так было потому, что мир заботился о вас, и вы смутно подозревали об этом, но не придавали значения. Хотя и претензий особых тоже не предъявляли. Вам просто было хорошо, и все. Ребенок, даже когда капризничает, не вкладывает душу в свое недовольство. Он будет верещать, топать ножками, размахивать ручками, но мир заботливо и бережно несет его, ласково приговаривая: «Ну что, поросеныш, измазался, испачкался? А ну, пойдем умываться». И человечек растет, а мир приберегает для него все самое лучшее и дарит все новые чудесные игрушки и ухаживает с любовью. Мир заботится о своем питомце. Любимец и баловень мира. Счастливчик открывает для себя массу новых удовольствий, потому что все впервые и вновь, но не отдает себе отчета, что в этот момент наслаждается жизнью. Он это понимает только спустя много лет, когда вспоминает, как все было хорошо и здорово в сравнении с тем, что сейчас.
Но почему со временем все краски жизни тускнеют, и легкая безмятежность сменяется тревожной озабоченностью? От того, что с возрастом число проблем увеличивается? Нет, потому что, взрослея, человек приобретает склонность выражать негативное отношение. Недовольство – более сильное чувство, чем просто удовлетворение от уюта и спокойствия. Не понимая, что сейчас он все-таки, несмотря ни на что, счастлив, человек требует от мира еще и еще. Запросы питомца растут, он становится все более избалованным и неблагодарным. Мир, конечно, не успевает удовлетворять быстро растущие потребности, и баловень уже начинает вовсю предъявлять претензии. Он меняет свое отношение к миру. «Ты плохой. Ты не даешь мне все, что я хочу. Ты не заботишься». И в это негативное отношение уже вкладывается вся сила единства недовольной души и капризного разума. Но ведь мир — это зеркало, и ему ничего не остается, как с грустью развести руками и ответить: «Как пожелаешь, голубчик, будь по-твоему». В результате реальность, как отражение мыслей человека, меняется в худшую сторону. А коли так, поводов для недовольства прибавляется, что в свою очередь еще больше ухудшает отношение человека с миром. И вот прежний любимец и баловень превращается в обделенного судьбой брюзгу, который вечно жалуется, что мир ему, дескать, сильно задолжал. Печальная картина. Человек не понимает, что сам все испортил. Видя в отражении зеркала какие-то неприятные черты, человек заостряет на них внимание и рефлекторно выражает свое негативное отношение, в результате чего все становится еще хуже прежнего. Реальность в отражении постепенно меркнет вслед за образом. Вот так слой мира отдельного человека теряет былую свежесть красок и становится все более мрачным и неуютным. А ведь можно все вернуть обратно. И то чувство спокойной безмятежности, и вкус мороженого из детства, и ощущение новизны, и надежды на лучшее, и радости жизни. И сделать это очень просто. Настолько просто, что трудно поверить. А вы и не верьте, а попробуйте. Никому не приходит в голову, что слой мира можно обновить, если взять отношение к действительности под свой осознанный контроль. Каким вы сделаете свое мироощущение, таким предстанет и окружающий мир. Это не пустой призыв смотреть на жизнь с оптимизмом, а конкретная работа по формированию своей реальности. С этого момента, что бы ни происходило, возьмите себе за правило держать свое отношение под контролем. Это не важно, что в данный момент вам не так хорошо, как хотелось бы. В любом случае все не так плохо, и, несомненно, могло бы быть гораздо хуже. Ведь камни с неба не сыплются, земля под ногами не горит, и дикие звери на каждом шагу не преследуют. Да, мир сильно изменился с тех пор, как вы охладели к нему. Помните, как он качал вас на руках, кормил бабушкиными пирожками, рассказывал сказки. Но вы повзрослели, и между вами и миром выросла стена отчуждения. Теплая непосредственность переросла в отстраненность, доверие сменилось опаской, а дружба превратилась в трезвый расчет. И все же мир не обозлился и не бросил вас. Он просто с грустью притих и в задумчивости шагает рядом, как старый друг, которого обидели холодным приемом. Оглянитесь вокруг. Ваш мир все еще заботится. Вот эти деревья и цветы он посадил для вас. Вот это солнце, небо, облака, вы не обращаете на них внимания, но представьте, а если бы их не было? И вечером, после трудного рабочего дня, у вас есть возможность отдохнуть и насладиться уютом и комфортом, в то время как за окном дует холодный ветер и льет дождь. Мир по-прежнему кормит вас и укладывает в кроватку. Глядя на вас, он вздыхает с тоской по тем счастливым временам. А вы равнодушно отворачиваетесь и засыпаете в твердой убежденности, что мир стал хуже и былое не вернуть. Но мир не изменился, как не может измениться зеркало. Другим стало ваше отношение, а за ним последовала реальность как отражение ваших мыслей. Вот теперь встрепенитесь, откройте глаза, приподнимитесь на своей кроватке и посмотрите вокруг. Это он, тот прежний мир, который заботился о вас и с которым вы так хорошо когда-то проводили время. Представляете, как он обрадуется, что вы наконец очнулись от наваждения. Теперь вы снова вместе, и все опять будет по-прежнему.
Только больше никогда не обижайте этого старого преданного слугу своим неблагодарным отношением. А главное, не торопите. Ведь в соответствии с третьим зеркальным принципом ему потребуется время, чтобы вернуться в прежнее состояние. Поначалу вам понадобится терпение и самообладание. Вы должны понимать, что выполняете конкретную работу по формированию своей реальности. Работа заключается в следующем. Встречаясь с любыми, даже самыми незначительными обстоятельствами, твердите себе формулу амальгамы в любом случае, чтобы не происходило плохое или хорошее. Если встречаетесь с удачей, не забывайте подтверждать себе, что мир действительно заботится о вас. Констатируйте это подтверждение в каждой мелочи. Когда сталкиваетесь с досадным обстоятельством, все равно твердите, что все идет как надо, по принципу координации намерения. Как бы ни складывались обстоятельства, ваша реакция должна быть однозначной, мир в любом случае о вас заботится. Если вам повезло, обратите на это особое внимание, а если нет, соблюдайте принцип координации намерения, и вы будете всегда оставаться на успешной линии жизни. Ведь вам не дано знать, от каких неприятностей мир оберегает вас, и каким образом он это делает. Доверьтесь ему. Необходимо научиться доверять. Оказавшись в затруднительном положении, человек больше склонен рассчитывать на свои силы, нежели на благоприятное стечение обстоятельств. Взрослый ребенок упрямо твердит «я сам». Тогда мир опускает его на землю и дает возможность справляться самостоятельно. «Ладно, ладно, мой хороший. Ступай своими ножками. Растопите лед недоверия». Столкнувшись с проблемой, даже самой незначительной, скажите себе «я позволяю миру позаботиться обо мне». Это не означает, что нужно вообще ничего не предпринимать и сидеть сложа руки. Речь о том, чтобы приучить себя к мысли, что все должно складываться благополучно само собой, по определению. Зеркало исправно отразит ваше представление, так тому и быть, коли вы так считаете. Заведите себе привычку позволять миру заботиться о вас, от мелочей до самых важных вопросов. Вот вышли вы из дома без зонтика, а там вроде дождь собирается. Не надо возвращаться. Скажите себе, мы с моим миром идем гулять. Скажите своему миру, ведь ты позаботишься, не правда ли? И он, конечно, ответит, ладно, ладно, мой хороший. Можете смело на него положиться. Дождя не будет, а если и будет, мир вовремя предоставит укрытие. Однако в случае неудачи не обижайтесь, что мир не позаботился, если у вас на этот счет имелись сомнения. Не забывайте, что стоите перед зеркалом, в нем просто в точности отражается ваше мироощущение, ни больше, ни меньше. Не нужно сильно расстраиваться, а тем более бороться с сомнениями, это бесполезно. Оставьте место для ошибок и неудач. Главное — поддерживать основной курс. Вообще на мир можно во многом положиться, если вы ему позволите о вас позаботиться. Человек не способен сам разобраться со всеми проблемами. А дайте их миру, у него неизмеримо больше возможностей, чем у звездочка вас. Например, вы не сможете с помощью своего намерения избежать всех опасностей, потому что слой вашего мира пересекается с множеством чужих слоев. Вместо того, чтобы направлять намерение на свою безопасность, направьте его на формирование мира, который о вас заботится и оберегает вас. Тогда будет работать намерение вашего мира. В зависимости от того, что вас больше всего беспокоит, вы можете выбрать себе какую-нибудь особую амальгаму. Вот, например, что-нибудь из этого. Мой мир выбирает для меня все самое лучшее. Если я двигаюсь по течению вариантов, мир идет ко мне навстречу. Я сам, своим намерением, формирую слой своего мира. Мой мир оберегает меня. Мой мир избавляет меня от проблем. Мой мир заботится о том, чтобы мне жилось легко и комфортно. Я делаю заказ, а мой мир исполняет его. Я могу не знать, но мой мир знает, как обо мне позаботиться. Мое намерение реализуется, все идет к тому, и все идет как надо. А можно придумать новую, свою амальгаму или даже несколько. Главное, повторяю, набраться терпения и не уставать констатировать формулу амальгамы при каждом удобном случае. Настойчивость потребуется лишь на первое время, пока это не превратится в привычку. Потом все пойдет как по маслу. В этой простой технике
заключается такая мощная сила, о которой вы и не подозреваете. Управляя своим отношением к миру, вы управляете реальностью. Дуальное зеркало воплотит в действительность те области пространства вариантов, где мир сам заботится о вашем благополучии. Со временем вы сформируете для себя весьма уютную реальность. Готовьтесь, вас ждет великолепный каскад приятных событий. Говорю это без малейшей доли преувеличения. Слой вашего мира будет буквально на глазах преображаться так, что вам придется только успевать удивляться. И сейчас, вот в этот момент, вы уже понимаете, что больше никогда не будете смотреть в зеркало мира так, как прежде. Только что вы ощутили, как поднялся ветер перемен. Вы и ваш мир снова вместе. Он обо всем позаботится, знаете это.